Приветствую всех! И сегодня такая будет тема немножко необычная для меня, можно так сказать. Не так давно подписчица Сара Исаева, так она подписалась, по-моему, девушку зовут не так, она задала мне вопрос в комментарии, потом я забыла на него ответить, и она мне еще раз написала сообщение, чтобы я рассказала о египетских свадьбах, видео. Я так понимаю, она просила именно снять видео с египетской свадьбы. И также она просила рассказать, как невестка должна вести себя со свекровью и как невестка должна вести себя с папой мужа. Из моего опыта, буду говорить только из моего опыта, я сейчас понимаю, посыпется куча различных оскорблений в комментариях, какая ты невестка, ты там плохая невестка, ты всех обосрала и все остальное. Но раз есть вопрос, значит на него, как говорится, должен быть дан ответ. Вопрос был задан мне, так что отвечать буду я, а не кто-то другой. Расскажу немножко свою историю и свое понимание, откуда оно взялось. Значит, как я рассказывала, мы с моим мужем жили сначала отдельно от его родителей, пока у меня денег хватало снимать квартиру отдельную. Потом, когда у меня деньги закончились, соответственно, мы переехали к его родителям. Мама его звала давно, чтобы мы переехали к ним. Говорит, зачем вам такие деньги тратить? Переезжайте к нам. Но у них малогабаритная двухкомнатная квартира с кухней, наверное, я не знаю, должна меньше 5 метров. И когда уже пришло время, нужно было ехать к ним, потому что уже никуда, и не туда, и не сюда, то есть выбора другого не было, мы поехали к ним жить. И на тот момент я еще не была мусульманкой. С египтянами вот за те полгода, что я находилась в Египте к тому времени, у меня общение такое было только в магазине, если я хочу что-то купить, или на пляже кто-то подходил. То есть я тогда еще не была мусульманкой, понятия не имела, как живут египтяне вообще, несмотря на то, что мы уже прожили в Египте 6 месяцев. И когда мы приехали к моего мужа родителям, кроме моего мужа родителей, меня, Дэни и Мухаммеда, моего мужа, были еще 2 его брата, моего мужа, средний брат, который младше его там на пару-тройку лет, и его младший брат, которому на тот момент было 7 лет. Дэни на тот момент было 4,5 года. И, нам пришлось жить вот вместе с ними со всеми, то есть в одной комнате, в маленькой, в самой, жили я, мой муж и Дэни. И в той комнате, которая побольше, жили его мама, папа, средний брат и младший брат. Все это было сумбурно, и вот это вот маленькое помещение, и непривычный для меня менталитет, и вот это вот жара. Я на тот момент была беременная, наверное, месяца на 4-м, может быть, на 5-м. И вот эта вся ситуация, не дай бог. Вот. Мы стали там с ними жить. Моя мама с бабушкой на тот момент еще не приехали, мама только собиралась приехать, и мы с ней периодически общались в интернете. И семья моего мужа, мама, когда мы общались в интернете, звали мою маму: приезжайте, 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 все такие радостные. Но я с своей стороны маме всегда говорила, я говорю: мам, это как бы тебе показывают такую радость, такую как бы там, что мы вас так ждем, никто тут никого не ждет, у всех тут идет своя жизнь, это просто вот такая вот, не гостеприимство восточное даже, а просто такая система поведения. Если тебе люди говорят, что там с улыбкой на лице: приезжайте, мы вас ждем, там все что угодно, это абсолютно не значит, что так есть на самом деле. И когда мы там стали жить, я столкнулась вот как раз вот с этим вопросом, именно что такое свекровь, потому что я до этого никогда в жизни не жила со свекровью, тем более с арабской свекровью, тем более с мусульманкой.
И это для меня было такое как бы новое. Я не буду рассказывать какие-то там бытовые вещи, но я буду говорить о том, именно вот с чем я столкнулась и как оно должно быть. Вот, из опыта ничего не знающего человека, который приехал, грубо говоря, загорать, купаться, каким-то образом тут остался и попал вот в эту вот семью, мусульманскую семью, с их устоями, с их порядком. И у меня получалось так, что мы просыпались. Мой муж всегда вставал очень поздно, потому что он работал ночью по ночам. Он просыпался часов в 5 вечера, потом собирался, шел на работу, ну или в 3 часа дня, не раньше. Потом собирался, то есть с того момента, как мы приехали к его родителям, мой муж собрался на работу, уехал, и я осталась с его мамой, не зная арабского языка. Она, соответственно, человек неграмотный абсолютно, не знала английского языка. И вот так началось наше общение. То есть я не знаю арабского, она не знает английского, соответственно. Ну вот и вот так и началось. Я ее спрашивала, что это, там показывала, она мне говорила, это, предположим, показывая на стол, это тарабеза, это ситара, там, предположим. И вот так вот все вот методом тыка. Но дело в том, что я, не будучи мусульманкой, я, соответственно, не знала никаких законов, как бы. Тогда было уже, по-моему, конец лета. Мне было все время жутко жарко. Я, кроме того, что была беременная, мне и от климата от этого постоянно было жарко, потому что квартирка небольшая, 2-й этаж, вентиляторы какие-то, ну, непонятная вообще система вентиляции. И я помню, что я ходила дома в шортах, в коротких шортах, которые практически как трусы, потому что мне было жарко, и в футболке. И я помню, что в один из дней я сидела на балконе на стуле. А если вы знаете вот как бы устройство арабских домов, дома все стоят рядом друг с другом. Балкон напротив балконов, окна напротив окон. И ко мне подошел младший, я сидела на балконе, ко мне подошел моего мужа младший брат, которому было тогда 7 лет, дал мне какую-то накидку и говорит, накройся. Но я как бы не отреагировала вообще, потому что мне было жарко, я как бы вообще была нигде и никак, и я поэтому не обратила на это даже никакого внимания, но потом подошла сама его мама, моего мужа, так бросила мне эту штуку, говорит, накройся. Ну, и я, по-моему, накрылась, там что-то одела снизу. То есть они меня как-то пытались все время, видимо, одеть во что-то. Потом со временем, конечно, с годами это все пришло. Вот это укрывание, что надо укрыться, прикрыться, но изначально этого понятия вообще не было, и ты воспринимаешь это просто какой-то, как что-то, какой-то параллельный мир, с которым ты живешь. А потом этот мир постепенно становится твоим миром. Вот так вот мы и начали жить, и это был мой опыт. И уже со временем, то есть как должна невестка вести себя со свекровью. Из моего опыта могу сказать, то есть если вы живете со свекровью, вот я была на тот момент беременная, и свекровь вам не будет давать ничего делать. То есть у них обычно в Египте, если жена сына беременная, обычно не дают делать вообще ничего. Сиди, и она вот встает с утра, она начинает там стирать белье, ну что обычно здесь женщина делает, там, тоже я просыпаюсь там. Вот обычные вот эти вот вещи, то есть она встает, она там пошлет сына там младшего купить что-то на завтрак, фуль-филефель, он приходит, все садятся вместе, едят. Она всегда вас спросит, что вы будете, чай, кофе, обязательно вам сделают это, подадут. Потом женщина начинает заниматься, там, стирать, вешать белье, убираться, стряхивать ковры, мыть полы, там, мыть посуду. Начинает уже потом что-то, после этого она начинает уже что-то готовить. И это каждодневная вот такая вот как бы рутина, которая изо дня в день одна и та же.
И, ну, что должна делать, если вы вместе живете? Вы можете помочь ей приготовить, то есть заодно вы научитесь готовить, кстати, египетскую еду. Женщина, как правило, с удовольствием. Она сидит, она все равно занимается этим делом, но она с удовольствием вам все покажет, мать мужа. То есть как делать, как сворачивать, как промывать. Как правило, они ничего делать не дают, но они с удовольствием вам все покажут. Вы там можете закрутить пару махши или парочку вараинобов. Вот. Или можете постоять с миксером, там, взбивая эту сальсу. Но конкретно вам готовить, как бы, ну, поначалу, по крайней мере, никто не даст. А можете помочь вешать белье, там, после стирки, можете убраться, прибраться. Ну, обычные вещи, которые можете сходить вместе на рынок. То есть она вас возьмет с удовольствием с собой, и ей будет весело, она будет очень рада, свекровь, если вы с ней вместе сходите куда-то в магазин. И вообще они, женщины, очень приветливые, и вы можете, как бы, ну, особо не навязываясь, как бы предлагать свою помощь, там, помыть посуду, почистить картошку, там что-то повесить, сходить в магазин вместе с ней там, или на рынок. То есть, как правило, они с удовольствием соглашаются, идут на контакт, то есть если нет никакого конфликта, они очень доброжелательно относятся, и проблем у вас никаких никогда не будет. Особенно если вы мусульманка. Когда кто-то приходит в гости, можете предложить гостям чая. То есть очень часто бывает родственницы или подруги какие-то приходят к свекрови. Вы можете предложить чай или кофе, если кто-то хочет. Это тоже будет хорошим тоном, вы можете всем сделать, они будут очень рады. И будут вас нахваливать, будут говорить: ой, какая у тебя хорошая, какая она милая. Я не знаю, что они говорят за глаза, но, по крайней мере, в глаза, и когда вы там, они будут говорить именно о вас хорошие вещи. То есть негатива вы в свой адрес именно вот такого прямого, как у нас принято, вы никогда не услышите. А, конечно, матери всегда, то есть свекрови всегда, у них это главный конек, и это, в принципе, для чего они живут, и как они живут, это именно готовка еды. И любая египтянка, я буду говорить про египтян, которые знаю, каждая семья, в каждой семье есть мама, и она всегда готовит всегда лучше всех. Поэтому она всегда будет нахваливать себя, даже если когда вы будете сидеть вместе кушать с семьей, там, с ней, с отцом, с вашим мужем, с детьми, она всегда будет спрашивать: ну как тебе вот это понравилось, как тебе вот это понравилось. Ну, конечно, вы нахваливаете, вы говорите: очень вкусно, спасибо большое. Им обязательно вот эта именно часть по поводу еды для них очень важна, они очень по этому поводу переживают, и у нее всегда должно быть все самое лучшее именно в плане еды. Ну и для детей, конечно, мама самая лучшая, мама готовит лучше всех. И, как правило, вот у наших соотечественниц бывает именно из-за этого проблемы, что мужья, как правило, могут что-то есть, но всегда это всегда будет что-то такое, как сказать, то есть это у мамы всегда будет все лучше. То есть он будет есть вашу еду, там вы как-то через много лет приспособитесь, будете готовить какую-то смешанную еду, но все равно, приезжая к маме или ездя к выходные к маме, он будет просто отдыхать душой и есть ту еду, которой его мама приучила. И этого не изменить. Ваша еда никогда не будет самой лучшей, самой вкусной. Мама обязательно будет подсмеиваться, что вот у нас так было, что я-то вообще про себя молчу, но я вот говорю про жену брата моего мужа, когда свекровь моя постоянно говорила: вот она там ему готовит, Аделю, брату, а он все равно приходит сюда, и он говорит: мама, у тебя намного вкуснее, у тебя намного лучше. Ну, это вот такие вот определенные заморочки. То есть что для свекрови? Вы можете предлагать свои услуги, чем-то помочь. Вместе можете с ней куда-то сходить. Она с удовольствием всегда пойдет в свой магазин, еще что-то. Если вам что-то надо, с удовольствием вам что-то покажет, расскажет. Женщины очень контактные, очень открытые, и
я бы сказала, позитивные, то есть вот как бы нету негативного настроя, поэтому вам будет достаточно с ними легко. По поводу отцов, мужа, то тут вообще другая песня, то есть мужчины, как правило, они всегда на работе, ну, я имею в виду те, кто работающие свекры, они, как правило, их, как правило, дома не бывает, и если они бывают, то это, как правило, там поели, посидели, посмотрели там кино или еще что-то. И мужчины, то есть они, как правило, не сидят, не болтают ни о чем. То есть у них мужчина отдельно, женщина отдельно. То есть если вы будете общаться, то будете общаться в большинстве своем именно со свекровью. Со свекром будете общаться только тогда, когда какие-то наступают серьезные моменты. Там вы с мужем поссорились, или какие-то нужно решить важные семейные проблемы, или что-то произошло, или на праздник на какой-то. А так будет в основном, то есть свекр будет приходить, как дела, что-то вас расспрашивать, и на этом будет ваше общение завершено. То есть, как правило, потому что мужчины, они, как правило, не вдаются в подробности, как бы особо ничего не выясняют. То есть здесь четко разделен мужской мир и женский мир, и они здесь не пересекаются. По поводу одежды, если вы в семье мужа, ну, просто одеваете что-то, как правило, когда вы приезжаете в гости, свекровь вам будет предлагать переодеть что-то легенькое. Там, если вы в джинсах или в какой-то тяжелой одежде, она вам предложит какую-то наподобие абаю такую легкую, наподобие как, ну, широкую такую, чтобы переодеться, это у них стабильно. Вот, ну, соответственно, там при братьях мужа, при отце его, одевайтесь просто скромно, как-то закрыто. Хотя моя свекровь всегда говорила: ничего страшного, Галя, ничего страшного, он же как отец тебе, все равно. Я всегда как-то, мне было неприятно, и я поэтому как-то старалась всегда более-менее закрыто одеваться, потому что все равно какое-то было ощущение такое не очень, и поэтому мне так кажется, при свекре, ну, волосы, конечно, могут быть открыты, но там вот как бы совсем уж раздеваться не надо, то есть руки прикрыты, ну, соответственно, ноги прикрыты, волосы можете оставить. Волосы допускаются, но я думаю, вы об этом знаете. Вот такая вот информация, я не знаю, будет она полезна для кого-то или не полезна, и вообще кому это будет интересно, ну, был такой вопрос, и вот он вам, как говорится, ответ. Если у вас есть какие-то дополнения по поводу поведения со свекровью, если я что-то призабыла, так что пишите в комментариях, потому что я не готовилась, я, так говорится, себе представила, и как оно было, как оно вспомнила и припомнила, и вот такое вот видео получилось. Если у вас есть какие-то дополнения, кстати, можете писать в комментариях, и девчонкам, я думаю, что женщинам будет очень интересно почитать и ваше мнение, и ваш опыт, как нужно вести себя, одеваться или там еще что-то со свекровью и со свекром. На сегодня у меня все. Всем пока.